Всем привет, друзья! Рад видеть всех на канале Алекс Моторный. К сожалению, не совсем приятные события происходят в Харькове. Вернее, совсем неприятные. В последние 2 дня на город прилетело большое количество российских ракет. Есть погибшие и много раненых. 23 января в 4 утра Российская Федерация ударила ракетами по жилой застройке. Повреждены дома, частный сектор. Затем в этот же день в 7:13 утра снова ракетные удары по Харькову. В результате прилет по жилой многоэтажке, разрушен полностью подъезд, под завалами люди. Также еще один ракетный прилет в другом многострадальном районе Харькова. Здесь также есть погибшие харьковчане. В результате этих 2 утренних атак на город 8 погибших и более 60 раненых. На момент публикации видео под завалами оставались еще как минимум 2 человека. Как минимум 30 жилых домов были повреждены в результате ракетных ударов по Харькову утром 23 января. По данным руководителя Харьковской военной областной администрации Олега Синегубова, россияне произвели около 12 комбинированных ракетных ударов ракетами типа С-300, Х-32 и Искандер. Ну а вечером того же дня, 23 января 2024 года, в 22:06 Харьков снова подвергся ракетному обстрелу. Уже 3-й раз за сутки. Под ударом был Киевский район города и историческая знаменитая улица Харькова. Снова удар по жилым застройкам, по самому центру города. Российские ракеты попали также в научное учреждение и офисное помещение в Холодногорском районе. К сожалению, разрушено историческое здание в центре Харькова на улице Пушкинской. В результате 3-го вечернего прилета 9 января, среди них 4-летний ребенок. 9 детей было ранено в Харькове вследствие 3 ракетных атак на город 23 января. Всего же за все время боевых действий с их начала на Харьковщине пострадало, ранено или погибли 325 детей. Друзья, я предлагаю вам подписаться на мой телеграм-канал, где вы будете узнавать больше оперативной, интересной и разной информации о событиях в городе Харькове, пригороде и области, а также фото, видео нашего города.
Обязательно подпишитесь, ссылка на телеграм-канал в описании к видео, которое вы сейчас смотрите, или в закрепленном комментарии под этим видео. Сейчас не только громко в Харькове, но и в области. Гремит все приграничье. Особенно страдают от обстрела Волчанск и Купянск, а также Бурлук, Боровая и окрестности. Но жизнь в Харькове продолжается, несмотря на последние события. Понятно, что каждый харьковчанин переносит их по-разному, но все равно в городе жизнь не кипит. Не так бурно, конечно, как раньше и не так, как хотелось бы, но тем не менее люди на улицах есть. Магазины работают, городской транспорт работает, город живет. Особая благодарность нашим коммунальным службам, которые трудятся на благо города, спасателям, врачам и всем харьковчанам, благодаря которым Харьков функционирует. А также всем тем, кто стоит на защите нашего города. Вот если бы еще ПВО в Харьков закрыть небо над городом. К сожалению, для харьковчан это вопрос остается открытым. Ну и по традиции давайте немного прогуляемся улицами родного города, посмотрим, как и чем живет Харьков сегодня.